Друзья, всем привет! В этом видео давайте мы с вами вместе порассуждаем над таким болезненным вопросом, который сейчас в немецком обществе очень сильно обсуждается. Это, а сможет ли Германия, смогут ли политики немецкие после выборов реально сделать так, чтобы нелегальные мигранты минимально попадали на территорию ФРГ. Вот сможет ли Германия не допустить нелегалов? Смотрите, 22 января 2025 года в Германии произошла, к сожалению, очередная трагедия. И эту трагедию устроил проситель убежища из Афганистана в парке Шонталь баварского города Ашафенбурга. Устроил поножовщину. В результате этого преступления погиб двухлетний ребенок, погиб мужчина, ему было 41 год, он там пытался остановить этого нападавшего с ножом афганца. Также 3 человека получили ранения, они сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. В общем, очередная трагедия. И опять с ножом, понимаете? В прошлом году там была серия таких вот террористических актов. И опять. Подозреваемым оказался афганский беженец. И что самое характерное, что он должен был покинуть Германию еще в 2023 году. То есть предписание на то, чтобы он покинул территорию Германии. Он должен был покинуть территорию Германии в рамках как раз таки дублинской процедуры. Я об этом тоже рассказывал, что это за дублинская процедура, повторяться сейчас не буду. И он должен был быть депортирован в Болгарию. Почему? Потому что он въехал в ФРГ через Болгарию. То есть первая страна, на которую он ступил своей ногой, это была Болгария. Соответственно, по дублинской процедуре он должен находиться там и ждать, пока его прошение об убежище будет рассмотрено. Однако из-за того, что был упущен и пропущен срок в 2023 году, срок его выдворения, он, соответственно, остался проживать в Германии. И вот натворил вот такие вот ужасные преступления, совершил. И как раз таки сейчас идет предвыборная кампания, да, активная ее фаза. И эта трагедия поставила нерешенную миграционную политику в центр избирательной кампании. То есть каждый кандидат должен был высказаться, да, о миграционной политике. Теперь миграционная политика в центре внимания. Она всегда была в центре внимания, а эта трагедия еще ее поставила, скажем так, на высоту. Вечером кандидат в канцлеры Фридрих Мерц отреагировал на это жесткое преступление своим публичным выступлением. Он публично пообещал коренным образом изменить миграционную политику после того, когда он станет канцлером. Вот что он сказал. Он заявил, что в случае победы на выборах он в первый день своего срока полномочий поручит Министерству внутренних дел Германии в рамках руководящих полномочий федерального канцлера постоянно контролировать все границы Германии и без исключения отвергать все попытки незаконного въезда. Это будет означать фактический запрет на въезд в ФРГ для всех, кто не имеет действительных въездных документов. Это касается и лиц, которые имеют право на защиту, то есть потенциальных беженцев тоже пускать не будут. Европейские правила, он говорит, такие как Дублин, Шенген и Евродак, очевидно, уже дисфункциональны. То есть они не работают. Поэтому Германия должна воспользоваться своим правом приоритета национального законодательства. Фридрих Мерц считает миграционную политику Германии, политику в предоставлении убежища в течение 10 лет, которая велась, да, до сегодняшнего дня, ошибочной. То есть он считает, что она неправильно, эта система была построена, и он ее собирается полностью поменять. И первым делом он собирается не допускать в страну нелегальных мигрантов. Я все понимаю, да, то есть он говорит там громкие слова, в принципе, понятно, хорошие слова, то есть это всем нужно, но как он это собирается реально реализовать? Мое скромное мнение, друзья, смотрите, чтобы, например, не пускать нелегальных мигрантов, нужно реально закрыть им въезд на территорию Германии. Как это сделать? То есть надо, по сути, для этого установить на всей сухопутной границе Германии, да, на всех въездах, реальную границу. Понятие граница есть, да, там со всеми опознавательными знаками, слежением, системой обнаружения и так далее.
То есть, ну минимум надо установить паспортный и транспортный контроль. Не так, как сейчас это происходит, да, стоит полицейский, понятно, он смотрит, ага, едет автомобиль на немецких номерах, проезжай, он его не останавливает. Едет какой-то автомобиль иностранный, там на каких-то болгарских номерах, он его останавливает. Или едет, например, туристический автобус, останавливают, проверяют всех туристов там и так далее. Нет, должен каждый автомобиль проверяться. Тогда какой-то будет смысл. Хорошо. Есть дороги, есть, значит, установили эти контрольно-пропускные пункты. Но мы видим, они не работают. Ну, в полной мере, понятно, нелегальная миграция снизилась. Там каждый день задерживают масса нелегалов. Да? Вот. Но все равно есть поля, горы, через которые нелегалы потом будут переходить границу пешком, скажем так. Что надо сделать? И таких будут массы, и они сейчас есть. Значит, тогда нужно, чтобы их не пускать, реально кто за ними будет следить, как их обнаруживать. Тогда надо устанавливать реальную по всей сухопутной границе, контрольно-следовая полоса называется у пограничников. По всей сухопутной границе. Там 10 метров, следы, загребается, как раньше, знаете, смотрели фильмы. Кроме этого, однозначно, чтобы их не допускать, нужно на всей территории, по всей территории границы устанавливать средства обнаружения, которые используются для обеспечения режима государственной границы. То есть в классе, в классическом виде. Ну а как по-другому предотвратить нелегальную миграцию? Ну я других как бы путей не вижу. Но это мое личное мнение. То есть если этого не сделать, то ничего не будет. Смотрите, у нас есть пример, практика. Американцы, США. Да, все берут пример, демократическое государство и так далее. Они не могут справиться с нелегалами из Мексики. Что они сделали? Президент Америки подписал указ, и они построили стену целую. То есть там не помогают ни контрольно-следовая полоса, не помогает предотвратить поток мигрантов, ни средства обнаружения и так далее. Они тупо построили стену. И даже стена не помогает, потому что роют каналы через эти туннели, вернее, роют туннели, через эти туннели выводят там десятки, сотнями людей ежедневно. И пограничная служба ездит, проверяет это все, и все равно есть такие туннели скрытые там и так далее. На 5-6 километров роют туда. И американцы не могут побороть, стену построили. Как собираются это в Германии сделать? Если Европейский Союз открыт для мигрантов, все въезжают, да, скажем так. Ну, то есть могут въехать, а Германия ужесточит. Ну, единственное, что еще может быть, да, это если реально поменяют систему депортации. То есть если человек приезжает, он сам сдается, он себя как бы сдает властям, говорит, вот я такой, я там пересек нелегально границу, вот я хочу убежище попросить. Да, сейчас как происходит, они просят убежище, он там его регистрирует, где-то поселяют в хайм, он там в этом хайме живет, там его регистрируют, потом если ему отказывают в убежище, приезжает служба в день депортации, а его нет там. То есть они его не могут найти. Все, и он дальше продолжает жить в Германии. Понимаете? Вот, то есть тогда его надо помещать в распределительные центры, откуда его нельзя будет выпускать никуда. Он там должен находиться, пока его прошение об убежище не будет рассмотрено. Если ему будет предписано покинуть страну или депортировать, все, его просто-напросто на территорию Германии не пускать. Вот так сейчас хотят сделать. А это АФД за это голосует. И говорят, что мы такое сделаем. Ну а как по-другому? Помимо этого есть еще проблема рассмотрения этих дел всех о депортации судами. То есть, соответственно, его есть предписание на депортацию, они обжалуют в суд, подают там первая инстанция, апелляция и так далее. То есть это все затягивается на долгие месяцы. И люди находятся на территории Германии. Вот такая ситуация, друзья. Ну, это лично мое скромное мнение, друзья. Что думаете вы по этой теме? Как сделать так, да, что нужно сделать немецкому правительству, чтобы не допустить реально нелегальную миграцию на территории ФРГ? Пожалуйста, напишите свои предложения, свои мысли по этой теме в комментариях.